Сегодня я расскажу вам реальную историю, которая произошла после страшного пожара в Калифорнии. Это история потери дома, долгой разлуки и встречи, которую сотрудники приюта не смогли смотреть без слез. В январе 2025 года огонь стремительно приблизился к районам Альтадена и Пасадена. Люди спасались как могли. Многие выбегали из домов почти без вещей, не зная, увидят ли когда-нибудь свой дом снова. Среди них был Картер. Ему удалось эвакуироваться вместе со своим любимым псом Шоном, ласковым метисом лабрадора. В тот момент самым важным было только одно – выжить. После эвакуации Картер оказался в положении, знакомом многим пострадавшим семьям. Его дом был уничтожен, постоянного жилья не осталось, а впереди ждали недели и месяцы неизвестности. Он не хотел расставаться с Шоном, но понимал, что пока не может обеспечить ему безопасное место. Поэтому Картер временно отвез своего пса в приют на передержку. Он надеялся, что это ненадолго, скоро найдется жилье, и они снова будут вместе. Но дни превратились в недели, недели в месяцы, а Шон продолжал ждать. В те дни приюты были переполнены. После пожара туда привозили сотни животных – собак, кошек, птиц, кроликов, рептилий и других домашних питомцев, которых семьи не могли оставить у себя после эвакуации. Сотрудники и волонтеры работали без остановки, потому что каждому животному требовались еда, вода, забота и человеческое тепло. Шон стал одним из тех питомцев, которые остались в приюте надолго. Его не забывали, с ним ежедневно гуляли, играли, уделяли ему внимание, давали лакомства и окружали любовью. Сотрудники рассказывали, что Шон часто прижимался к людям и особенно любил рвать картонные коробки. Это было его любимым занятием. Со стороны могло показаться, что у него все хорошо. Но самого главного рядом не было – его хозяина. Прошел месяц, затем второй, потом третий. Все это время Картер пытался восстановить свою жизнь после пожара. Он потерял не просто дом, а место, где у них с Шоном были общие воспоминания, привычная жизнь и ощущение настоящего дома. Но Картер не отказался от своего пса. Он продолжал идти к тому дню, когда снова сможет открыть для Шона дверь, пусть уже не старого дома, а нового. И спустя 15 месяцев этот день наконец настал. В апреле 2026 года Картер пришел в приют, чтобы навсегда забрать Шона домой. Когда пес увидел своего хозяина, все стало понятно без слов. Его глаза словно загорелись от счастья. Позже сотрудники приюта говорили, что никогда не видели Шона таким радостным. В комнате не осталось равнодушных. Картер обнимал и благодарил людей, которые все это время заботились о его любимом псе. А Шон буквально втиснулся в эти объятия, будто хотел стать частью каждого мгновения этой встречи. Это было не просто воссоединение хозяина и собаки. Это было возвращение семьи, пережившей пожар, потерю дома и долгие месяцы ожидания. В тот день Картер и Шон вышли из приюта вместе. Они не возвращались в дом, который когда-то потеряли. Они шли в новый дом, где им предстояло начать все сначала и создать новые воспоминания. Иногда дом – это не стены. Иногда дом – это тот, кто ждет тебя, узнает даже спустя 15 месяцев и радуется так, будто все это время верил, ты обязательно вернешься. История Шона напоминает нам о том, что настоящая любовь не исчезает из-за расстояния, беды или времени. Она просто ждет своего часа. Если эта история тронула вас, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Здесь мы рассказываем реальные истории спасения животных, которые возвращают веру в добро.